Удивительную историю о том, как тигр пришел в палатку. Отдыхающий человек заметил тигра, который явно что-то хотел. История берет свое начало на юге России, это прекрасное место, там много красивых лесов и больших рек, которые пересекают эти леса, там все красиво, лето имеет свою магию. Золотая осень с прекрасными пейзажами, заснеженную зиму и весну с поющими птицами и вкусным запахом приближающего лета. Человек, живущий в этом районе, может отправиться в лес, чтобы собрать грибы и различные лесные ягоды, которые встречаются в этих обширных лесах. А также половить рыбу в местных лесах и понаблюдать за птицами и дикими животными, которые там обитают и таят в себе опасность для человека, оно и очевидно. Потому что хищники могут напасть, когда они чувствуют опасность или когда они сами находятся в опасности или опасность угрожает их потомству. Сейчас в это время дикие животные опаснее, чем когда-либо, они очень голодны, им сложно найти пропитание в лесу, а порой добычу отбирают более крупные и сильные особи. Вот поэтому все люди, которые отправляются в эти чудные и живописные леса, вооружаются и ходят группами по несколько человек, чтобы противостоять лесной опасности. Герой нашей сегодняшней истории пожилой мужчина, ему 60 лет, и он знает все в этом лесу, местные считают его сторожем этих лесов. Но в отличие от всех остальных, он любит бродить в одиночестве по тайге, поскольку считает, что прогулки с другими мешают ему медитировать на природе, наслаждаться прекрасными видами и вслушиваться в звуки природы, которые издает река, ручьи, прекрасное пение птиц и звуки других животных. Дедушка очень любит спокойствие и проводит в лесу очень много времени. Мужчина иногда отправляется в лес и ставит там палатку под открытым небом, где и проводит ночь под горящими звездами ночного неба. А рано утром он просыпается и наблюдает за восходящим солнцем, затем идет к реке порыбачить на местной реке и возвращается в маленький деревянный домик, который он сам построил несколько лет назад. Старик не охотится на животных, ему их жалко и не любит причинять им боль, он не только не причиняет им вреда, как остальные охотники. Так он еще в том году спас волчонка из капкана. Когда наступает осень, мужчина ходит за полевыми цветами в лес, он очень любит запах этих цветов. В один из дней, когда он бродил по пустому лесу, он заметил приближающееся к нему крупное животное, и так как у старика был большой опыт изучения диких животных, он сразу понял, что это животное – тигр. Тигр начал медленно подходить к старику, но человек не боялся его, потому что понимал, что тигр не приближается к человеку, если тот не нуждается в помощи. Мужчина продолжал наблюдать за тигром и пытался понять, чего же хочет этот зверь, но для старика все казалось необычно и загадочно. Сначала старик отошел от этого места, поставил свою палатку, как обычно, и уснул, а утром после пробуждения он был сильно удивлен, он увидел того же тигра, который стоял недалеко от его палатки и смотрел на старика умоляющими глазами. Старик был в замешательстве и удивлении, он никогда не встречал ничего подобного. Он не понимал, как животное могло приблизиться к человеку с оружием, поскольку животные обычно убегают от людей, потому что боятся, что люди могут причинить им вред или вовсе убить. Тигр был спокоен, он не агрессировал, он ходил вокруг палатки, как будто пытаясь что-то сказать. Тем временем любопытство старика взяло вверх, он аккуратно вышел из палатки и направился навстречу к тигру. Когда животное повернулось вперед и начало идти, мужчина понял, что животное хочет отвести его в какое-то место, тигр хотел что-то показать и, возможно, попросить о помощи. Недолго думая, старик решил следовать за ним, пока не достигнет нужного места. Мужчина шел за тигром около километра, затем тигр вышел на середину длинной тропинки и вывел оттуда двух маленьких тигрят. Дедушка был очень удивлен, но он все понял, тигр хотел попросить у него помощи, ведь его детенышам угрожала какая-то опасность. Подойдя ближе, старик обнаружил еще одного тигра, как оказалось, это самка и мама тигрят, но тут он впал в еще большее недоумение, он не понимал, что хочет от него тигр-самец. Но когда он подошел к этой тигрице, то обнаружил, что она умирает, тигрица дышала с большим трудом, и хотя мужчина пытался помочь ей, она умерла. В этот момент отец семейства заметил, что тигрица умерла и больше не сможет заботиться о тигрятах и давать им молоко. Поэтому тигр и вышел искать помощь и наткнулся в лесу на отзывчивого старика. Старику было очень грустно и обидно, что он не смог спасти тигрицу, держа на руках тигрят, тигр не проявлял никакой агрессии к старику, а лишь отошел назад, чтобы старик смог унести тигрят, ведь без мамы в дикой природе они просто бы не выжили. Тигр не пытался догнать человека, потому что понял, что он хороший и добрый человек и проявил большое желание помочь своей семье. Мужчина приехал к себе домой и сразу же отправился в ветеринарную клинику в ближайший город. В ветеринарной клинике попался хороший и отзывчивый доктор, он осмотрел тигрят, прописал им лекарства и поставил нужные уколы. Также он прописал план действия по восстановлению и воспитанию тигрят.
Старику предстояло вовремя давать им лекарства и поить молоком, только это поможет спасти им жизнь и восстановить их силы. Старик выполнял все в точности, как прописал доктор, и уже через 3 дня здоровье и состояние тигрят стало улучшаться. Через неделю они уже смогли встать на ноги и вовсю начали бегать по домику старика. Мужчина стал каждую минуту наблюдать за малышами, он ждал, когда они смогут уверенно ходить и полностью восстановят свои силы, чтобы вернуть их своему отцу-тигру, который, без сомнения, с нетерпением ждет их в лесу. Когда администрация зоопарка услышала об этой истории, то они решили забрать у старика тигрят, угрожая уголовным делом и другими тяжелыми последствиями для одинокого старика. Но старик отказался. Потом они пришли и предложили отдать им этих тигрят, чтобы они содержались в зоопарке за значительную сумму денег. Но мужчина полностью отказался от этого и попросил их уйти и больше не возвращаться к нему домой. Дедушка не мог предать тигра, который доверил ему своих детенышей, чтобы старик их выходил и поставил на ноги. Прошло больше 1 месяца, тигры выросли в размерах и стали сильными и ловкими, они были спокойными и не подавали никакой агрессии в адрес старика. Еще через месяц старик понял, что они достаточно окрепли и способны к выживанию в дикой природе, он решил чтобы то ни стало отвезти их в лес и там найти того тигра, который отдал ему тигрят. Но тигра он там не нашел, он долго бродил по тем местам и все безрезультатно. В итоге он решил оставить уже подросших тигрят рядом с тем местом, где последний раз видел тигра. И со спокойной душой вернулся в свою хижину. Старик продолжал ходить в то месте, где впервые встретил тигрят, ведь это было его любимое место, так он чувствовал себя спокойно и в безопасности. Но за все это время он не встречал ни тигра, ни тигрят. По прошествии нескольких лет старик отправился на то же место в лесу, он поставил палатку, развел костер и принялся готовить еду на костре. Когда старик готовил еду, он заметил нечто странное, это место как-то изменилось. На земле он обнаружил непонятные следы незнакомого зверя, и кто-то выкопал несколько ям рядом с палаткой. После обеда мужчина отправился собирать хворост, как вдруг из кустов на него вышел огромный, озлобленный медведь, он явно считал, что старик забрел на его территорию. Медведь напал на деда и повалил его на землю, ружье старика лежало в палатке в 200 метрах от него, он уже смирился со своей печальной участью. Но внезапно позади него появились 2 больших тигра и в один миг напали на медведя, медведь ненадолго опешил, но попытался снова напасть на человека. Но тигры нанесли ответ удар и повалили медведя на землю. Воспользовавшись моментом, старик побежал в палатку и схватил ружье. Когда он вернулся, то обнаружил 2 тигров, лежащих на земле, он узнал их, это были те самые тигры, которым спас жизнь старик несколько лет назад. Вот таким удивительным образом эти умные звери отплатили старику. После этого инцидента старик стал вести себя аккуратнее в лесу, он знал, что тигры не всегда смогут прийти ему на помощь. Вот такая удивительная история приключилась со стариков, делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на канал и до новых встреч.